Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу вам мастер-класс на такую прекрасную прихватку лабиринт. Вот так оригинально она смотрится с лица и не менее оригинально с изнанки. Итак, давайте приступим. Прихватку я буду вязать из двух цветов нитей. Это у меня пряжа Yarn Art бренда Yarn Art, называется джинс. Крючок номер 3 мм. На самом деле каждый ряд можно вязать разными цветами, тоже будет эффектно, но я выбрала только два цвета. Итак, давайте приступим. Берем основной цвет, у меня будет зеленый, и делаем скользящую петлю. Я делаю скользящую петлю. Кто не умеет делать скользящую петлю, посмотрите, пожалуйста, видеоурок отдельный есть у меня на канале. Так, я сделала скользящую петлю, теперь набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в это кольцо провязываю 3 столбика без накида. То есть 3 воздушные петли — это уголочек. Уголочек квадрата, уголочек прихватки. Так как у нас прихватка квадратная, мы должны сформировать 4 уголка. То есть первый уголочек 3 воздушные петли мы провязали. Теперь 3 столбика без накида — это сторона. Теперь второй уголочек, опять 3 воздушные петли. Вторая сторона, опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Так, вторая сторона, третий уголочек. 2, 3, 3 воздушные петли. Формируем третий уголок. Сформировали. Теперь 3 столбика без накида. Это третья сторона квадрата. Так, опять 3 воздушные петли. И последняя, четвертая сторона, 3 столбика без накида. Так, 1, 2 и 3. И соединительный столбик, чтобы это как бы все вязание, вот у нас получается первые 3 воздушные петли. И вот сюда, в первую петелечку, которым была наша скользящая, да, мы сделаем соединительный столбик. Можно немножечко подтянуть скользящую петлю, но не сильно. Вот видите, квадратик уже сформировался. Я сильно не подтягиваю для удобства вязания дальнейшего. Как несколько рядов провяжу, потом стяну полностью нашу скользящую петлю. Итак, приступаем ко второму ряду. Второй ряд. Вот он угол. В этот уголочек, в эту арочку из 3 воздушных петель мы провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и опять столбик без накида в эту же арку. Все, мы сформировали угол. Дальше провязываем 3 столбика без накида, вот эти вот 3 петли предыдущего ряда, но только за заднюю стенку. 1, 2, 3. То есть в этом ряду у нас нет никаких прибавлений, ну, вернее, прибавлений есть, потому что мы угол формируем и увеличиваем нашу сторону на 2 петли. То есть здесь вот дополнительный столбик провязали, и сейчас в эту арку также вяжем столбик с накидом, столбик без накида, извините, 3 воздушные петли, столбик без накида. Все, мы провязали одну сторону. Вот, видите, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида в арку, потом 3 столбика без накида за заднюю стенку, то есть за заднюю полупетлю, потому что нам передняя полупетля понадобится для вязания следующего ряда. Для вывязывания рисунка нам понадобится передняя полупетля. Да, вот передняя, то есть петля у нас из 2 частей состоит. Вот, из 2 частей передняя и задняя. Вот так полностью петля, да? Ну, думаю, вы все это знаете, да? И приступаем опять столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. И так довязываем до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. Провязала 3 столбика без накида за заднюю стенку и соединительный столбик в первый столбик без накида, который мы вязали в арку. Итак, дальше третий ряд. Здесь мы вводим уже дополнительный цвет. Третий ряд вяжется дополнительным цветом. Получается, в арку мы провязываем столбик без накида. Двойной нитью, я двойной нитью набираю 3 воздушные петли. То есть также формируем уголочек. Чтобы ниточку заправить, поэтому я двойной нитью набираю, потом ее обрежу. Также в эту арку провязываем столбик без накида. То есть углы во всех рядах у нас будут формироваться одинаково.
У нас сторона квадрата стала из 5 столбиков без накида. Смотрите, вот 1, 2, 3, 4, 5. То есть 2, которые мы провязали в арку предыдущего ряда, и 3 сторона, да? Правильно? Теперь смотрите, вот здесь первую петлю, первый столбик мы провязываем, а также за заднюю стенку, извините, за заднюю стенку столбик без накида. Теперь мы должны провязать столбик с накидом, но за переднюю полупетлю предыдущего ряда, то есть вот сюда. Делаю накид, ввожу, так вот поддеваю, снизу лучше, конечно, снизу поддеваю, так, подождите, так. И провязываю столбик с накидом, вот. Следующий чередуем, да, мы теперь следующий провязываем столбик без накида за полупетлю, заднюю полупетлю, делаем накид и 4-й столбик провязываем за петлю предыдущего ряда. Так, и 5-ю петлю провязываем столбик без накида, то есть симметрично, как вот здесь, за заднюю полупетлю 3-го ряда. Вот такой элемент у нас получился. Столбик без накида, с накидом, без накида, с накидом, без накида. Чередуем, да? Теперь в арку провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и арка, столбик без накида. То есть арки у нас одинаковые во всех рядах. Ну и в принципе и петли одинаковые, единственное, ряды одинаковые, будем чередовать, только меняем цвета и чередуем столбик без накида или столбик с накидом. Давайте смотрим еще раз. 5 петель. Первую мы провязываем столбик без накида за заднюю полупетлю. Делаем накид, провязываем за переднюю полупетлю предыдущего ряда столбик с накидом. Опять столбик без накида за заднюю полупетлю. Столбик с накидом предыдущего ряда. Но вы видите, да, что внизу я тоже пропускаю. То есть внизу у нас в предыдущем ряду было 3 петли, я связала в первую и в третью. То есть одну, которая вот здесь вот как бы напротив, да, я ее пропустила. И столбик без накида. Вот они, 5 петель. Вот таким элементом нужно провязать по кругу. Провязываем. Я провязала 3 ряда. Смотрите, какая красота у нас уже вырисовывается. Приступаем к 4-му ряду. И дальнейшие все ряды будут вязаться одинаково, как 3-й и 4-й ряд. Мы просто будем каждый ряд чередовать нити. И количество петель у нас будет увеличиваться. То есть я провязала последний столбик. Теперь беру зеленую нить. Да, у нас с обратной стороны мы просто их будем чередовать. Беру зеленую нить и провязываю столбик без накида. Столбик без накида в арку. Следующую, да? Следующую арку и формируем также уголочек. 1, 2, 3. И в эту же арку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Теперь на нашей стороне уже 7 петель, да, потому что в арке мы вязали, и за счет арок у нас петли увеличиваются. Уже 7 петель. Значит, первую петлю мы всегда провязываем столбик без накида за заднюю полупетлю. Теперь делаем накид и провязываем в арку предыдущего ряда. То есть вот она арочка предыдущего ряда, да? Не в арку, извините, за полупетлю, да, предыдущего ряда. Вот она. У нас получается, вот мы провязали столбик без накида в эту полупетлю. Вот он. Провязываем столбик с накидом. Так как мы чередуем теперь столбик без накида, вот получается зелеными, ну, зеленый и как бы вот этот у меня персиковый цвет, да, они чередуются. Был столбик с накидом, теперь столбик без накида. Здесь запутаться нельзя. Делаем накид, и вот она полупетля, ее хорошо видно. Надеюсь, вам тоже все видно. Под нее поддеваем и провязываем столбик с накидом. Я даже уже не считаю, видите, я просто как бы вяжу по рисунку. Ну, в теории должно получиться 7. Опять накид и за полупетлю нижнюю провязываем столбик с накидом. Если в предыдущем ряду у нас было 3, да, вот, 2, извините, столбика с накидом, то здесь уже 3, то есть количество петель увеличилось. И последний у нас всегда должен быть столбик без накида. Итого давайте посчитаем, должно быть 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Все правильно. Теперь у нас идет арка. В арку вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида. Вот так выглядит 4-й ряд. Провязываем. Я провязала 4-й ряд. Смотрите, рисуночек уже начал вырисовываться. Дальше у нас будет 5-й ряд. Теперь мы берем другой цвет, да, и также вяжем столбик без накида в арку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида. И переходим на другую сторону. Теперь у нас 9 петель. И все то же самое мы проделываем. Мы вяжем первый столбик без накида. Теперь столбик с накидом в арку, в полупетлю предыдущего ряда. Полупетля у нас получается вот такая вот спряталась. Сейчас я ее подниму. Вот я ее подняла. Так, столбик с накидом. Теперь за заднюю стенку столбик без накида. Опять столбик с накидом в полупетлю. И продолжаем вязать до того размера, какой вам нужен. Если вы будете вязать также прихватку, как я, то давайте с вами провяжем 5 рядов. То есть сейчас мы вяжем 5, будет 8 рядов, да? То есть 5 я имею в виду вот с этим рисунком. 8 рядов провяжем, чередуя цвета. Провязываем. Я провязала столько рядов, сколько мне нужно. Получается 8 рядов. Следующий ряд темный, и так как у меня основной цвет темный, я темным цветом начинаю завершать. В следующем ряду мы должны провязать до центральных петель. Центральные петли это вот они 3, да, потому что в первом ряду мы провязали вот 2 персикового цвета, да, 2 петли, и центральная вот она осталась петля. Значит, вот эти центральные 3 петли мы не будем провязывать вот столбиками с накидом. Давайте до этой темы мы дойдем. Сейчас я все на примере одной стороны покажу. Так, мы меняем цвет. Сейчас у нас арочка. Провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Опять столбик без накида. И переходим на сторону. Первое. Так, вот они центральные петли, да, вот эта вот центральная петля. Эти первых 2 столбика с накидом, и вот она центральная петля. До нее провязываем по рисунку так же, как мы и вязали. Первый столбик без накида, столбик с накидом в полупетлю предыдущего ряда. Так, опять столбик без накида. Столбик с накидом, столбик без накида. Здесь вы смотрите уже сами, да, в зависимости, какое количество рядов вы провязали, столько и нужно. Так, смотрим, где центральная петля, вот она, то есть до нее мы еще провязываем столбик без накида и еще один столбик с накидом. Теперь эти 3 центральные петли нужно провязать столбиками без накида, то есть вот она. Вот они, 3 центральные петли. Я провязываю за заднюю полупетлю столбики без накида. То есть центральную петлю, сейчас бы надо был столбик с накидом, я его не провязываю. Вот, столбики без накида. И дальше у нас идет столбик с накидом. То есть пошли опять по рисунку. Мы провязали только центральные 3. И смотрите, таким образом у нас получилось как буква П, да? Вот буква П одна и буква П другая. И так мы сейчас каждый ряд завершим. Дальше вяжем по рисунку. В следующем ряду у нас центральные петли, получается, эти уже мы закрыли, будут, так как у нас будет другой цвет, то есть от этого столбика до этого, то есть 5 петель центральных, вот 1, 2, 3, 4, 5, мы будем вязать, сюда мы столбик с накидом свяжем, сюда свяжем, а эти центральные 5 петель мы будем вязать столбиками без накида. И таким образом все больше и больше центральных петель столбиками без накида мы будем провязывать. И у нас будет как бы рисунок закругляться. Провязываем. Надеюсь, все понятно. Давайте следующий ряд еще покажу. Да? Сейчас провязываем по кругу, оставляя центральные петли. 3 не оставляя, а провязывая столбиками без накида. Вот такие центральные петли. Я провязала ряд. Вот такие вот буквы П, да, завершение вырисовывается. Меняем цвет, затягиваю петелечку.
Меняет цвет. Опять у нас столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида в эту же арку. Далее вяжу по рисунку. Столбик без накида за заднюю полупетлю. Столбик с накидом. Так. Не хочет подцепляться. Опять столбик без накида. Столбик с накидом. И теперь смотрю. Так, вот они, да, последний столбик с накидом будет связан сюда. Столбик без накида, столбик с накидом и еще один разочек. Столбик без накида и столбик с накидом. То есть вот она буква П, предыдущую, да? 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот как раз вот этот элемент у нас провяжется столбиками без накида. Центральный 5 петель. В следующем центральный будет уже 7 петель. В следующем ряду 9, да? 3, 4 и 5. И таким образом, видите, здесь мы тоже уже буква П получается у нас такая персиковая, теперь зеленая, опять будет сейчас персиковая. В следующем ряду мы будем сделать зеленую и вязать можно так до конца, да, можно остановиться, например, если вы уже достигли того размера, который вам нужно, можно остановиться на каком-то ряду, это тоже будет правильно. И так провязываем того объема, который вам нужен. Я думаю, что я еще вот рядов 4 точно провяжу, 4-5 рядов. Провязываем. Все, связала прихватку нужного мне размера. Смотрите, какая красота вырисовывается. То есть я, смотрите, не доделала, да, до конца. Это так тоже достаточно оригинально смотрится. Дополнительный цвет я убираю, отрезаю. И теперь своим основным цветом, то есть я начинала зеленым и закончу я тоже зеленым, обвяжу по кругу просто столбиками без накида. То есть угол я также, ой, извините, не поменяла цвет, да. Угол я также в угол провяжу столбик без накида. Провязываю столбик без накида и наберу 15 воздушных петель для того, чтобы сформировать петелечку. Петельку, за которую эта как бы прихватка будет вешаться. Я думаю, практичнее всего сделать ее на углу, в уголке нашей прихватки, потому что здесь как бы не очень, да. Так, 2 воздушные петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно вот так примерить. Маловато. Да, 15 обычно набираем. 11, 12, 13, 14 и 15. Если вдруг захотите, то, конечно, петельку можно ввязать столбиками без накида. Можно это сделать сейчас. Можно, например, когда вы уже по кругу обвяжете, и потом вязать петелечку и закончить ряд вот здесь, где мы петельку прикрепили. Итак, теперь просто в каждую петлю, полностью в петлю, да, не полупетлю за заднюю стенку, я обвязываю вот так вот столбиками без накида полностью ряд. Уголочки формируем точно так же, то есть также столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Или можно просто в уголочек провязать 4 столбика без накида и не делать туда воздушные петли. Тогда у вас уголочек будет плотненький. Наверное, так я, скорее всего, и сделаю, чтобы уголок у меня был плотный. Все, я обвязала прихваточку. Смотрите, как заиграла совершенно по-другому, да, как получился какой-то более законченный вид. Осталось обрезать нить, затянуть скользящую петлю и, конечно, все проутюжить. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравится, и вы будете радовать себя или своих близких такими замечательными прихватками. Учитесь дерзать, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!